Здравствуйте, уважаемые коллеги. Пожалуйста, убедитесь, что вы находитесь в помещении одни или исключительно в кругу сотрудников Classify Skylab, имеющих уровень доступа не ниже 3-го. Спасибо. Hello, my darling, с вами Симона. Я снова приглашаю вас заглянуть, так сказать, в чужую жизнь. Вот так вот в это окно влететь, знаете ли, вот прямо не фигурально, а прям-таки. И снова заняться нашим любимым делом. Опять не снять игру с паузы, естественно. И, естественно, воспитывать детей. Для чего же еще придуман Sims? Я лично не знаю, вы пишите в комментариях. Короче, у нас тут время 1:30 ночи. Я думаю, что прекрасная у нас возможность для того, чтобы поспать. Чудесная просто, хотя, по-моему, кто-то хочет жрать, но кого это волнует, да? У детей опять же какие-то, Ой, господи, я не могу опять. Опять она шпит на пузике. Господи, как это мило, я не могу. А давайте ее переоденем, кстати. Мы не можем ее переодеть, потому что она спит. Ты чё орешь? Пробует Вы видели, как она перевернулась, моя крошка? Хватит. Ты, пожалуйста, тоже хватит. Давайте уже ускоримся как-то в этом вот во всем и как-то уже уснем, да. Я знаю, я сейчас через тебя залезу в касс. Ха-ха-ха. Думали, что вы меня поймали, а вы меня не поймали. Ну ты меня тоже интересуешь. Хочу тебя тоже красиво одеть. Ты у нас такая девочка. Может быть, ты в розовом хочешь быть? Может быть, ты хочешь с лошадками? Нет, с лошадками у нас, по-моему... Нет, у него машинки вот такие. А хочешь лошадок? Ой, да ладно. Ой, ну ты так вот стараешься. Я и так увидела на тебе какие штанишки. Вот такой костюм. И даже синенькие носочки подходят. Мне кажется, другую одежду можно даже не выбирать, потому что мы их в другой одежде и не видим. Ты в трусиках в таких радужных. А может быть, существует какая-то и кофточка такая радужная? Или нет? А вот так, кстати, очень даже прикольно. У нее там какая-то радуга. Или это не радуга? Да, нет, радуга. Будешь так ходить? Такой нарядная. Ну, не ходить, она ходить еще, конечно, не умеет. Кстати, между прочим, вы не представляете, как я вообще вам благодарна за ваши комментарии. Как минимум за вот этот. Я не знаю, мана небесная на меня просто сошла вместе с этим комментарием, потому что я теперь на него буду ориентироваться. Какие тут, чего там, рубежи, все дела, тоси-боси. Спасибо. Вот сердечное. Давай, мы ускоряемся. Ты что, забыла? Или ты не знал? Что у нас там? Это четверг, да? Сейчас, значит, этот проснется, пойдет на свою ту работу. Она, значит, будет работать. Кстати, ее, слава богу, не осеменили эти. А то бывает, я видела тоже, кто-то, по-моему, писал. В Телеграме, по-моему, мне писали. Подписывайтесь, кстати, у нас там есть чатик. Вот, по-моему, мне в чатик присылали, что обычно-то мужики возвращаются беременными, потому что у них на сексиме женщины-оплодотворители. Там что-то там оплодотворители 1, 2, там все дела. И, короче, вот у кого-то женщина вернулась. Беременная я. Знаете, неприятно. А так у нас вроде все в порядке. Здравствуй! Давайте, короче, я хочу ее переставить. Сейчас эта кровать ни хрена не переставится вместе с ребенком-то. Короче, я ничего не знаю. Ты должна быть в центре событий. Вот здесь родители смогут подойти? Мы можем уже подвинуть? Вот здесь. Можно же будет к кроватке подойти? Хочу, чтобы она слушала родителей все время. Они тут будут тудыма-сюдыма шастать. И будет вообще хорошо. Например. Не знаю, доспи на полу. А вообще, можно же что-то лежать на животе. И мы же что-то будем развивать. Тебе же не обязательно мать. Вот, лазить. Это мое любимое. Умение лазить. Вот, кстати, напишите в комментариях, когда у вас открылась способность лазить. Именно в такой формулировке. Лазить. Очень мне интересно. Ой, еще что-то делать. Пыжиться. Лазанье. Все. Кстати, я там что-то им сбила в своих этих заметках. Я же что-то тут все перепуточки. Она попала с куда-то. Отнести сюда? Нет, в смысле? Ты же научилась лазить. Так, тут прям перданули, прям у нас на глазах с вами. Сколько у нас рубежей? Это Белла. Вот я как раз ей вообще стерла любые упоминания об этом. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 у нее рубежей, что в целом неплохо, потому что, по-моему, у нее пока на один день меньше, чем у сверстников на это было потрачено. Ой, я тут... Подождите, тут у нас тоже какой-то рубеж, но
но через слезы. Потому что у нас голод. Мать, вставай. У нас тут какой-то рубеж и какой-то еда. Кормить из бутылочки, конечно же, а потом СМИ. Будь моя маленькая Лакер. Будь такая. Так, если ты умеешь лазить, объясни, ты можешь сидеть? Нет, она может, мама ее может учить лазить. Ой, нет, сидеть. А мать сама хочет в туалет. Ой, как хорошо, кстати, что они вот родили и больше не беременны. Конечно, никто не застрахован, всякое может быть, но... Вонючий подгузник. Еще раз повторяю, извините. Так, значит, поменяем этот подгузник и покормим, значит, еще и вот эту девочку. Может, батя проснется. Батя пойдет на работу. Батя будет там пахать. Батя, кстати. Тебе надо 6-е открытие сделать. Может, ты хотя бы ради этого проснешься. Нам нужно повышение. А как нам этого добиться-то? Почему так все у него плохо? Он каждый день ходит на работу. Вроде там даже чего-то упорно делает. А почему-то оно не продвигается. Просто если, типа, задание для повышения не выполнены, как я, насколько я помню по своему опыту, получается, что продуктивность она растет, но типа даже с этой галочкой не получишь ты повышение, пока не выполнишь вот эти вот все задания. Вопрос. Где продуктивность? Бэр, туки-туки, алло, здравствуйте, как-то будем мы что-то делать с этим? У вас такая долгая кормежка. Матери просыпаются в 4 утра. А, можно еще раз лежать на животе. То есть сидеть она сама не может пытаться научиться. А у нее вообще мелкая моторика. А у нее мелкая моторика вообще не развита. Слухайте. Так у нас же может быть вот этот коврик. У нас есть денежки. По-моему, что-то около 100 симиллионов стоит этот коврик. Блин, тут столько всего приколдесного для детей. Ой, у меня еще покемоны какие-то есть. Вам это надо? Мне нет. Вот такой оранжевый коврик, и его мы тоже положим посреди дороги, потому что так надо. Вот прям возле двери положим. Ладно, так не будем делать. Маленькие, конечно, домики, но ничего, справимся. Около другого входа положим. Смотрите, в целом, нафиг надо ходить вот здесь. Они тут смогут подойти вот к этому, а сюда вот так коврик. Ну хорошо же. Вообще еще я бы, знаете, какой-нибудь ящик с игрушками бы. Вот я очень даже не отказалась бы. Вы только посмотрите на эту милую корзину, не знаете, что в ней хранить, неважно, она срочно нужна вам, не переживайте, она отлично пишется в интерьер комнаты. А в ней можно? В ней не можно, блин, потратили бабки зря. Ну ладно, не будем уже убирать. Вот, пусть будет. Меняйте пеленочки, распашоночки. Что это? Ну, ё-моё. Зачем ты выкинул прям в лицо другому ребенку подгузник ребенка? Ты с ума сошла? Объясни. Просто сумасшедшая женщина. И отнесла, главное, Лакер куда? Включить колыбельную? А это влияет на развитие ребенка? Я сейчас все бабки потрачу на детей. Подождите, мобиль. Дайте мобиль. Жираф какой замечательный. А сколько он стоит? 200. У нас пока нет столько денег. Во. Или это не считается? Хорошо, давайте прям наберем. Нет, в смысле? Это только один единственный мобиль? Подождите. Ну это же хрень какая-то. Ну ладно. И нельзя, главное, колыбельную-то включить. Добавить в А, блин, тупая. Написано улучшение. Добавить мобиль. Я столько бабла потратила. И я теперь это за такие же деньги не продам. Все, говно вот это. Продам за 3 копейки. Ну и ладно. Ну и хрен с вами. Добавить мобиль. Птицы. А может, надо космос? Ну, конечно же, космос. Они же инопричленцы. Она как раз сейчас и в подгузники в свои сходит. Ой, как ей будет прекрасно, замечательно. Посадить сюда было, пожалуйста. А типа, когда он используется, нельзя улучшения добавить. Слушайте, какие вы вот сложные все, а? Зато, кстати, прекрасно я себя чувствую без вот этого столика для смены подгузника. Хорошо, давай пока сюда ее посадим, чтобы здесь сделать улучшение. Космос, сделай космос. 100 денег потратили вообще на какую-то хрень. Ну, пришел к Лакер. Все, Лакер понравилось, что папа ее взял. Ты, папа, вообще, давай отслеживай свои-то навыки вообще-то тоже.
тоже пошел с ребенком. Ты ок, не ок, сходи пописай, потом вон поешь, тебе на работу. Ты должен быть продуктивен, активен, прекрасен вообще в этой своей лаборатории. Еще мусор выкинь. Как же тебе вот эти вот открыть? Смотреть. Вот, может быть, все-таки мы успеем как-то вот еще одно открытие. Ладно, хрен с ним, с мусором разберемся сами. Долго мобиль ставится, конечно. Сейчас у нас еще и мать обоссытся. Ой, ей не нравится. Ужасный день. Он только начался. Хватание руками выучила Лакэр, но это никого не парит, к сожалению. Так, удивился Лазам, посмотрел на картину, испугался. Ну, точнее, испугался, ну, поняли, да? Уже не впирает его этот прикол. Так, ну смотри, читать. Ну, что-нибудь. Что-то... Ой, Белла что-то выучила. Белла что-то поняла. Сидение. Она сама научилась сидеть. Просто какой-то парад вундеркиндеров. Уже догнала Айрона, между прочим. Не нравится механика. Пускай не нравится, но мобиль, пожалуйста, доделай. О, она сделала космос, посмотрите, мама. Смотрите, посади сюда Беллу, пожалуйста. Я хочу ей включить вот это. Она сидит там. Так, включить колыбельную. Баю-бай, тише, малыш. Брат по имени Жак. Давайте. Какая красота. Землю я знаю, вот она. А сексим, наверное, вот этот фиолетовый. Матери плохо очень. Мать, выброси мусор. И сходи уже, пожалуйста, в туалет. Сердито покакать, хорошо. А, у нас что? У нас день благодарения. Это ж надо еще и дом украшать. Это ж надо еще и благодарность свою проявлять. И надо нам еще... Что ты сделала? Почему нельзя вот сюда-то выбросить, я не пойму. Что происходит? Растоптать не надо. Куда? Почему тут? Зачем ты пернул? Подожди, убери. Почему они не могут выбросить это? Хорошо, пусть на улице гниет, хотя бы не дом, вы задолбали. Лозы надо убрать. Ты можешь что-нибудь осознать, когда убираешь лозы? Нет. А что ты... Подправить телевизор он может, и что-то... Сейчас будет открытие. Вот я вам вангую, прям вот сейчас будет открытие. Давайте, ты поешь? Нам нужен ресурс. Нам нужно вот эту пиццу возьми. Надо бы их, конечно, наоборот. Окей. Ты как-то это, ну реально, посиди, отдохни, попей водички. Так, она злюка, конечно, ужасная. Она постоянно злится. Она просто злится 24/7. Можно дать ребенку, кстати, игрушку, чтобы мелкая моторика развивалась. А играть в куку, это что же приколдеса? Она может научиться куку делать. Зачем ты пердишь? Ты задолбал, Бэр. Алло. А где твое открытие? Не было открытия. Подправить. Слушайте, открытие не случается. Так, где еще есть какие-то такие... Смотреть! Может быть, гном поможет тебе в открытии? Что нужно голому гному? Ему нужно что-то дать же, чтобы он нам давал семена какие-нибудь. Может, кофе? Ну, типа, только с бодуна, мне кажется, можно голым прийти в чужой дом. Вообще-то... Добывание Лакэр узнала. Это не Лакэр, это Белла. Так, 10 получается уже рубежей. Ё-моё, 7-мильными шагами. А прикиньте игрушку, если дать, это ж вообще обосраться. Ты куда? Я тебя сейчас растопчу, вернись на место. Мы учимся сидеть. А, нет, сидеть мы уже умеем. Стоп. Спокойно, спокойно. Ползать. Научится удерживать свое тело на всех 4 конечностях. Она сможет начать учиться ползать с помощью своего попечителя. Это прям так и надо сделать, да? Прям учить ползать, да? Учиться стоять. О май годнес. О! Вот и Эврика. Ты как раз стал внимательным. А у тебя еще 3 часа до работы. Ты сохрани это состояние, пожалуйста. А, слушайте, нет, наверное, его недавно повышали. Его, по-моему, недавно повышали. А я гоню на него. Ну и ладно. Давайте дадим ему кофе. Это было неправильно. Просить прощения. Он сломал нам сразу раковину. Вот гнида. Хотим спать очень сильно. Ну надо Лакэр, конечно же, вот сюда посадить. Уложить спать, Лакэр. Потому что мы здесь учимся ползать. Я ни хрена не знаю. Блин, мне так нравится их дом. Просто шикарный. Гномы, конечно, здесь вообще не в кассу. Кто обоссался? Никто. Кто-то из вас? Так, кофе ему не подходит. Вот этому, по-моему, надо просто пирог. Может, ему кофе дать? Давайте ему дадим кофе. Сейчас со всеми гномами разосремся, и будет нам жопа.
жопа. А она может просить прощения, она может пнуть гнома. Я, конечно, в этом не сомневалась ни секунды. Блин, я вот не знаю, реально на ковре не отображается вот этот коврик, потому что типа уже мы на ковре. О, смотри, давай этому дадим пирог. О, а этому дадим вот не знаю что. У будущего точно не ему, пирог, значит, уже точно не ему, и игрушку точно не ему, я кому-то другому давала. Давайте кофе. Это был неправильный ответ. Он нам сломал тоже раковину. Вот гнида. О, все, мы зато всех успокоили. Прекрасно. Протри пол, пожалуйста. Пробовать уснуть прямо на полу? Зачем? Слушайте, как тяжело. Как тяжело. Вы посмотрите на эту бубочку. Ну как она спит на полу. На животике. Я не могу, это просто какое-то волшебство, я не знаю. Смотри, детали для улучшения, нахрен они нужны? Пиратская карта вообще не продается, у нас их 2. Это вообще испорченная пицца, что бы вам было надо от нее? Почему нельзя выбросить мусор? О, кстати, ты же еще у нас культурист. Но мы не можем пока отправиться в спортивный зал, мы когда-нибудь это сделаем с дочками, когда они подрастут. Все дети спят. Что делать? Вот что делать, когда дети спят? Развивать родителей. Ну вот тут у нас для работы уже все сделано, для спорта еще как бы ни хрена. Вот ей, например, надо еще бы опубликовать книги и достичь 6 уровня. Еще и 5 превосходных книг написать. Ну садись, пиши. Продолжить писать. Случайный роман. Вот, ты можешь заняться детьми. Что происходит? Достижение рубежа происходит. Фырканье. 11 рубеж. Положили в кроваточку. Утю-тю. Наступил день без электричества. Помянем. Давай играть в куку. Конечно, не очень удобно расположена эта кроватка. Не то это из-за гномов, что ли, может. Я хочу, чтобы она научилась играть в куку. Это же приколдес тоже. Хотя она тоже хочет спать. Опять хочет спать. Сколько можно спать? Ну, это же и фыркает, и воркует, и смеется. Это же моя радость. Я не могу. Во сколько тебе на работу-то? Какой отпуск? Потому что день благодарения. Никто не пойдет в отпуск. А денег дадут? Я чуть не помню. А мелкая моторика у нас вообще не развита, да? Смотри, мы можем сюда посадить Беллу. Капец, они очень увлеченно общаются, конечно. Давай с ней играть. О, нифига себе у нее опубликованных книг-то. Это я когда за них играла, до челленджа, видать, она там придумывала. Блин, вот эти гномы, они, конечно, меня бесят, если честно. Они вот тут вот стоят и мешаются. Давайте хотя бы как-то распределимся равномерно по комнатам. Лепет. 12 рубеж. Правильно я понимаю? Я же ничего не путаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Это просто охренеть. Странно, что она научилась лепетать, а не хватать, например, игрушки. Интересно, кстати, а как она пользуется компьютером без электричества? Что за фирма, интересно? Такой хороший аккумулятор у этого ноутбука. Спасибо за совет. Да, пожалуйста, обращайтесь. Я не помню, правда, что я вам советовала. Ей надо поспать. Она и так уже 12 рубежей выучила. Пусть она поспит. Вот. А ты, я не знаю, может реально отправиться в спортивный зал. Детки пока спят. Мать пишет. Давайте его отправим в спортивный зал. Нам всего-то надо просто позаниматься часик. И будем тут заниматься разминкой. Ему надо-то всего час. А все. Ну давайте, смотрите, длительную пробежку тогда сделаем ему сейчас 4 уровень фитнеса, чтобы час заниматься на выносливость в возбужденном неуклюжий. Ну и пусть. Пусть будет неуклюжий. Это надо, знаете, куда ехать? Это надо ехать в спортзал, который в Сан-Мишуно, по-моему, там у нас бодрящий ветерок, там или что у него свойства участка. Он там станет возбужденным, и там можно час на выносливость позаниматься, и вот это вот выполнится. А иметь 2 тренажера, так это ты пойди, ты заработай на эти тренажеры себе. И какая, кстати, прекрасная женщина, симпатичная. Луна, молодая, слушай, откуда ты взялась? И живет где-то. Она не бездомная. Какая ты симпампулька классная. Надо мне в моем сохранении ее найти. Такая, знаете ли, замечательная девушка. Странно, что нигде не видно этих моих, которые со взрывоопасной помолвки-то. Вот они все тут, а здесь, а.
И эти... у них там тоже дети двое. Вот это да. Но помоешься ты дома, даже не думай об этом. А то будешь ходить, как вот этот же мужчина. Как дурак, в полотенце и в сапогах. В трусах и в шляпе, можно сказать. Конечно, да. Знаете, у меня такое чувство, как будто в Сан-Мишуновском спортзале даже быстрее как-то развивается навык фитнеса. Видимо, из-за вот этого бодрящего ветерка. Потому что все, значит, ты просрал свой шанс. Иди домой. Ну иди, играй в ванне. Тут дети ревут, орут, визжат. Ой, а чё ж вы не спали-то, пока бати не было? Детенок вообще просто вне дома даже. Кормить. Она уснула, что ли? Она уснула, вот так, представляете? Давай пробуй засыпать. Ты же очень хочешь спать. Так, вечером тебе на работу? Странно. А вот, все, нельзя. Все, сел аккумулятор. Но хороший. Чем бы еще заняться? Может, на какую-нибудь подработку сходить, пока дети-то спят. А, дополнить телефон тоже сел. Блин, а у тебя вся работа в интернете. Ты понимаешь, как ты будешь теперь? А когда у нее работа? Как раз когда свет дадут. Но это ли несчастье? А что же делать? Читать книги по воспитанию? Да, а кстати можно, но они опять собаки стоят денег. Учимся ползать. Слушайте, ну ползать мы и так уже умеем, если честно. Давай прочитаем книгу. Они все собрались в детской. Я расцениваю это как угрозу. Так, знаешь что, ты мог бы... Блин, а что у тебя за навык кулинарии? Ну-ка, напомни мне, пожалуйста. 2. А у нее получше. Давай все-таки ты приготовишь грандиозный ужин. Но попозже, наверное, да? Вы пока не хотите? Ну, то как захотите, ты пойди. Лично я очень люблю под просмотр Ютуба или сериалов что-нибудь похрумкать. Приятного аппетита, кстати. И недавно я нашла таки способ экономить на регулярных покупках. Сервис-пакет X5. Сервис-пакет интересен тем, кто регулярно покупает продукты в Пятерочке и Перекрестке. Чем чаще покупаешь, тем быстрее копятся баллы, которые можно списать при следующей покупке. С пакетом выгодными становятся даже товары без желтых ценников, потому что вы получаете в 10 раз больше кэшбэка на карту X5 клуба. Целых 5% вместо базовых 0,5%. Так баллы копятся намного быстрее. А еще 20% кэшбэк на свежую выпечку собственного производства Пятерочки и Перекрестка, 20% кэшбэк на весовую готовую еду в магазине Перекресток и еще много других предложений. Для моих подписчиков действует промокод, по которому сервис-пакет доступен за 1 рубль в первый месяц. В общем, переходите по ссылке в описании и закрепленном комментарии и... С пакетом на кассу скорее бегите и за покупки кэшбэком платите. Чтобы сейчас пакет получить, надо всего лишь нажать «Подключить». А он будет заниматься детьми, ничего не знаю. Лакэр очень голодна, покорми. Ты ж мой прекрасный батя, прекрасный, замечательный, чуткий отец с первым уровнем навыка воспитания. Так, книжка ей не понравилась, малышка. Она считает скучным. Но опять же, извините, пожалуйста, что растить детей — это не увеселительная прогулка. Все, захотели есть? Готовим грандиозный ужин. Приготовить грандиозный ужин. А электричества нет. До 10 вечера мы не можем даже просто ужин приготовить. Давайте вы потерпите, потом поэтовайтесь. Я могу вот это разрушить? Могу. Не получается у них выбросить мусор. Не получается. Писать мы не можем. Ничего мы не можем. Давайте чуть-чуть пообщаемся вот с этой девочкой. Вот, это нам и поднимает навык. Ой, ей понравилось, отличный уход. Не такой уж и отличный на самом деле. Нет, они все-таки сели жрать. А как же грандиозный ужин? А чё лозы никто не убрал? Я же давала кому-то из вас такое задание. Все, они пока ладно, пусть пообщаются, больше им все равно не хрен делать. Без света реально, я вот сама не знаю, что бы я без света делала. Почему спать? Ну ладно, поспи. В целом, а чё реально еще в деревне делать? Он пока вроде не хочет. Ну и хрен бы с ним. Опять он пернул. Зачем он это делает? Он же неуклюжий, а не вот это вот все. Он и до этого пердел, он странный парень. Но я не знаю, конкретно батя может отправиться на пробежку. Давай, 4 уровень. Ну не за горами, уже. Опять он поскальзывается прям, прикиньте. Типа он неуклюжий такой. Так ты еще и активный. Вот это сочетание. Ну давай. Вот, 4 уровень. Так, давай теперь тогда вот
Что-то возьмем какую-то почту. Что это такое? Забирает корреспонденцию с почтового ящика. А, это для Лакиши. Ну, открой подарок, что это? Пиццу в День Благодарения отправили. Прикол, а чё не индейку? Хороший ты мой, чем бы тебе заняться, пока не все спят? Убери лозы, я тебя прошу. Надо, наверное, хоть один какой-нибудь ноутбук убрать, а то я смотрю, что-то они за обеденным столом не едят, а потому что тут места-то и нет. О, денег дали во время отпуска. Это прекрасно. Это он должен был домой вернуться, да, как раз в 7. Ну вот, когда вы уже все поспите. Ну вот, ну Белла уже выспалась. Давай вставай, тебе уже опять скоро обратно ложиться. А папа сейчас с тобой позанимается. Ну, поиграет, например. Чтобы у нее вот это вот умение хватать мне хочется. И ползать. Что-то ей, по-моему, вообще насрать, что ты ей втюхиваешь. Она пользуется подгузником, причем так самозабвенно, посмотрите. Очень странно, ну ладно. День без электричества. Вот мне кажется, что все-таки это должно быть какое-то добровольное мероприятие. Не дай бог, вот что с детьми, ну не дай бог. У детей, у людей могут быть дети в доме. Ты там весь из себя крутой там экоактивист и все дела. Ну не дай бог, что-то с ребенком срочно, быстренько включил, подогрел, позвонил и так далее. Мне кажется, это абсолютно должно быть добровольное мероприятие. Потому что это не окей, когда у вас в доме 2 детей, и вы ничего не можете сделать. Все отключено, вот принудительно. Все электричество. Так, ей там водичка лизнула попу в унитазе. Ну, так бывает. Ты будешь менять... Какие отжимания? Я сказала менять подгузник ребенку. Ты что, тупой? А, она изучает игрушки, она выучила хватание руками. Моя ты крошечка. Смотри, а давай ее вот сюда посадим и давай ее учить ползать. А мать, ты задолбала. Чё ж делать матери-то? Ну, посиди, посмотри на это. Как ребенок орет опять несчастный. Чё проверять-то младенца? Ты же рядом с ней находишься. Куда она? Чё, ползать-то будем? Белла, ползать прикольно. А может, учить ее стоять? А давайте реально будем учить ее стоять. Она может так быстрее научиться ползать. Ну, какая-то логика в этом должна присутствовать, не знаю. Вы посмотрите, какие бубочки у меня здесь. Это вы так поучились стоять, все, да? Нет, раз это такая короткое мероприятие, тогда ползать учитесь. О, электричество дали. Приготовить грандиозный ужин. Давайте рыбу тогда. Что это опять? Можно пригласить на грандиозный ужин в целом. Она выучила ползанье или что-нибудь другое. Они такие вообще непредсказуемые в этом плане. Ползанье. Она теперь умеет ползать. Господи, это так... Поползла. О боже, я не могу. Это получается какой? 14-й уже? Постоянно в движении. Ты ж моя хорошая. Не, я понимаю, она не может залезть вот сюда. Но она... Ну, сюда-то ты можешь просто взять и залезть. Это странно. На этот коврик она может залезть. Так, предлагаю теперь дать ей игрушку. У нас же есть игрушка. Дать игрушку. Где это у нас было? Дать игрушку. Дать игрушку. Вот такую, монстрика. Любит звуки. Новая особая черта характера. Слушайте, кстати, у нас же за черты характера тоже за количество какие-то баллы. Надо это пересчитать. У нас еще, в принципе, не скоро до взросления, на самом деле. Серии 5 еще. Все, и тут у нас выполнилось, и все у нас прекрасно. День благодарения прошел замечательно. Ну-ка, она опять устала и хочет спать. Давайте посадим сюда Беллу. О, и она зарплату получила. Шик, блеск. Да, что ты прям с детьми-то? Прям тебе так интересно реально, что ли, разговаривать? Не, мать, конечно, заколебалась почему-то очень сильно сегодня. Что она решила, что в 10 вечера все, отбой. Белла пробует уснуть, Лакер ничего уже не пробует. Она уже напробовалась, так сказать, а эти все спят. Зато вон Лакер лепит, выучила. А никто даже не заметил, все спать легли. Бедная Лакер. Сейчас, короче, чтобы для справедливости будет ровно полночь, и мы перейдем снова к первой семье. Вы посмотрите, какая случилась подстава. Во-первых, тут лозы. Во-вторых, блин, праздник урожая-то не закончился. Типа я за него теперь отвечаю. Ну это вообще, ну давайте хотя бы, не знаю, слова благодарности друг другу скажем, чтобы он хотя бы, блин, прошел, и слава богу, как говорится. Джеллан выучил смех, а Айрон
выучил пальцы ног во рту. Нам Джеллана, конечно, не интересно вот эти все развития, но вот за Айрона очень даже радостно. Айрон 10-й рубеж, если я не ошибаюсь. А я никогда не Ладно, я ошибаюсь постоянно. И вам советую, знаете, очень интересное такое занятие. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. А когда-то я просрала, еще один. Может быть, я когда-то подумала, там было какое-нибудь оповещение, я перепутала их опять в очередной раз и подумала, что это Джеллану засчитано было что-то. А где те гномы? Их нема. Гномов-то, ёперный театр. А она любит очень эту традицию. Ну и что, нам теперь обосраться? Ну давайте приготовим грандиозный завтрак. Опа, Айрон просто приполз и смотрит на мать. Вот такой типа... Пожрать дай. И ты тоже потом поешь, и у вас у всех хоть что-то там выполнится, и вы отставите меня в покое. Посадили сюда. Давай играть в игрушки. Что у нас вообще с мелкой моторикой-то? Нормально, кстати, и пальцы ног во рту уже. А следующее, слушайте, я, кстати, забыла. Это я все это, видите, я все скриню. Вот, держать предметы в руках, хлопать и махать. У нас еще дел непочатый край. Так что давай, играй с игрушками. Достижение рубежа. Лепит. Вот они такие внезапные, реально. Они вроде как изучают одно, а потом такие, оп, плюнул на плечо попечителю. И все, и сразу как бы... Правильно? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12. Когда ж я успел просрать один рубеж? Все, короче, Джеллан вообще вырубился нахрен на полу. Они там флиртуют! Без меня! Стать кокетливой она захотела. Что там Айрон делает? Ты не хочешь пока спать? Давай ты в игрушки чуть поиграешь. Нравятся непотребные шутки, но он же военный. У них там, я думаю, в части такие приколы подобные. Ура! Я говорю, убери лозы, пожалуйста. Это уже пошла дрыхнуть. Тебе на работу завтра или что? И ты опять не пробежался. Ты вот опять не пробежался. Урожай закончился, прошел ужасно. Ну, извините, вы сами виноваты. Конечно же, не я, естественно, да? Кто мог вообще подумать, что это я виновата? Да никто. Тебе надо и поспать, и пробежаться еще успеть. Ты задолбал, серьезно. Вообще, знаете, я так вот, если мне надо прям вот, чтобы какое-то развитие, я больше нахрен вообще не буду выбирать профессии, в которых ежедневное задание — это, пробежка. Ее невозможно выполнить. Там можно бегать 6 раз подряд, и оно выполнено на 100% не будет. А это типа дофига занимает времени у симов. Ну прям очень много. Так, ну вот, сейчас поиграешь и все, и пробовать уснуть. Во сколько ж вот ему надо встать? Ну вот, уже как бы пора на самом деле. Вот, 4:30 утра. Самое время проснуться, сладко потянуться, отправиться на пробежку 1, отправиться на пробежку 2, отправиться на пробежку 3, 4, 5, 6. Помяните мое слово. На 100% не будет выполнено. Зато у него выполнилось какое-то желание. Но это же прекрасно. Кстати, его должны сегодня повысить. Ой, какое счастье! Круче, чем День Благодарения. Полчаса он потратил на одну пробежку, и это было даже не 25%. Это было просто начато. 6 пробежек нужно, чтобы выполнить вот это задание. Там проснулся Джеллан. Но к нему уже пошла Джена. Прекрасно. Вот, и это сейчас 6. Вот, и вот только сейчас все завершено. Прикидываете? Интересная картина. Надо бы им, кстати, поставить какую-нибудь нормальную ванну, в которой существует душ. А Айрон еще спит. Он решил, я ночью все выучил, что хотел. Ой, а ей бы тоже отправиться на работу сегодня. Харлан у нас веселый, но я вообще не думаю, что он веселый. Я не думаю, что это про Харлана. Ой, а чё у нас? Ой. А почему он не идет на работу? Потому что у нас вечер в городе. Алло, идем на работу. Кыш-брысь, пошел он, гордой походкой. До работы? 3 часа у нее до работы. Блин, ее могли бы повысить сегодня. Так, обсуждать наряды и моду. Да с кем? Тут-то нету никого. Найти умиротворяющее место. Попробуем слушать New Edge опять. Вот, нашлось. Чудесно. Ой, он голодный. Очень голодный. Маленький Джеллан, кушай. Ой, мой маленький зайчик. Ой, посмотрите, он спит на пузике. Голосование открыто. Пойдемте проголосуем. Голосовать за комплексы мир. А за что мы голосуем? Городские? 4-й чтобы был. Лидирует опять свободная любовь.
они задолбали. И сочное общество. Может быть, вот тренировка для тела и разума. Но мы не будем это жестить. Вот она проголосует, и он пускай проголосует. Плакать. Давайте утешим. Давайте ему дадим игрушку. Вот, успокоився. О, проснулся. Рубеж какой-то, да? Достижение рубежа, ну хлопанье в ладоши. 13-й рубеж. Вообще, кстати, Айрон, мне кажется, у нас самый развитый. То есть, в плане разносторонне. У него и крупная моторика, и мелкая моторика, и общение он зацепил. Он вообще про все ведает, про все знает, кроме жизни. Ну еще, вот махать и держать предметы в руках. Ты куда пошла? Узнать, что происходит. А что происходит? Лазанье. Айрон выучил лазанье. А Джелан хватание руками. Как это ты лазанье выучил? Лазанье выучил. Догнал Декарда. 14 рубежей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Просто охренеть можно. Давай поиграем с Айроном. Держание предметов в руках выучил. Я говорю, им надо давать игрушки в руки прям. Давай достанем еще игрушку. Вот этого носорожика. Положить в багаж. Я вам кричу, это точно подействует. Вот 100 пудов прям. Нет, Джена сегодня не пойдет на работу. Надо по очереди отправить обзор опять. Ну, сейчас мы сначала с детьми разберемся, поиграем. Ему дать игрушку. Любит звуки. Вот надо эти особые черты тоже вот в последний день взросления посчитать. Ой, обслюнявил уже обслюнявил. Давай, зажжем себе умиротворяющий почули. Написать обзор о стиле. Вот, у нее 16 уже место. Вот это вот умиротворяющее. Тихо. Почему? Что? Тихо. Туши. Я ничего не знаю. Туши, блин. Что значит ты не можешь тушить? А у нас, по-моему, нигде нет опять этой пожарной сигнализации. Почему? Хорошо, звони в пожарное отделение. Звони, сказала. Они сами приехали. И что, они сейчас тоже будут то же самое мне рассказывать? У нас сейчас сгорит. Все, ты возьми детей. Очень умиротворяющее было место, да. Дитё обосралось от страха даже, вы поглядите. И главное, видимо, они тоже не могут потушить. Ну, пипец, а так сгорит весь дом. Хорошо, вот это она смогла сама потушить. Господи, что? Почему? Почему я такая горячая женщина? Нельзя тушить пожар с предметом в руках. Видите, как интересно. Сейчас она вынесет всех детей. Нет, принесет их обратно. Переодела. Другого вынесла, передумала. Другой дороже все-таки стал. Они пошли тушить. Но они опять будут тушить только тут. Почему здесь-то не тушится? О, потушилась. Первые гу. Подождите. Первые гости, вот они, пожалуйста, запомните их имена. Алексина... Нет, не запоминайте их имена. Я пошутила. Ну, кто бы мог подумать? Во-первых, Айрон уже и жрать хочет, и надо ему подгузник поменять, и вообще успокоить бы детей. Ну, кстати, ничего не сгорело. Так, хорошо, подгузник поменяли. Теперь покорми, пожалуйста. Покормили? Ну, теперь он хочет спать, так громко хочет спать. Вот сюда. Блин, но он лежит теперь на полу. Давайте все-таки разбудим. Там, в принципе, тепло, но это как-то ненормально. Вы не находите? Все-таки лучше Джелана как-то это определить в кровать. Прекрасно. Ну, главное, что умиротворяющее место мы нашли во всем этом, и это прекрасно. Карьера. Продолжит писать обзор, ну, пожалуй. Пожары обосрались все, конечно. Вы не представляете, я как обосралась. Трагедия, предмет, который так нужен персонажу по имени Айрон, находится вне досягаемости. И как дальше жить? О, все, уснули. Хоть мы с тобой пожрем, обзор спокойно напишем. Я даже предлагаю, наверное, быстро перекусить каким-нибудь. Ой, у Джелана первый разрыв подгузника. Поздравим его с этим. Придется его купать. Блин, такое, что вкусное она ест. Я тоже такое хочу вкусное есть. А этому там что не нравится? Батарейка у него села. Ну, извините, такая у тебя работа. Придешь сразу спать. О, все, ей заплатили. Круто. А чё первый пожар? Вот это не рубеж. Как будто бы в Sims 4 вот пожары это такая редкая вещь, что даже вот она недостойна внимания никакого. А давай позанимаемся йогой. Погоди, дизбяд. Мы позанимаемся йогой. Заниматься йогой. Давай.
самый младший сержант. Ой, какой! Ой, какой! Ой, блин, ну форма вообще... Ну вы посмотрите, ну это не мужчина, а мечта. Ну вы гляньте. Ну Харлан, конечно, краш. Мне так интересно посмотреть, какими будут расти детки. А он еще специально как будто бы... Ну не как будто бы, конечно. Специально вот он растянут, этот челлендж. То есть мы будем его долго с вами проходить. И так вот будет долго непонятно, какими же они все-таки будут. Ой, он что-то хочет быть дружелюбным с Дженной. Ну поспит, потом будет дружелюбным с кем хочет. Чуть-чуточку поспи, пожалуйста, а то совсем уж прям. Странно, что она не находит умиротворение в йоге. Медитация надо. Ну, конечно же, самую дорогую, ну, естественно. Вот, сейчас она дозанимается йогой, включит себе музыку и будет медитировать. И душ, давайте им душ сделаем. Ой, есть даже прям вот прям как под их эту. Кто проснулся? Айрон проснулся и играется уже. Уже играется. А что ему там осталось-то? У него, по-моему, с мелкой моторикой. Нет, подождите, умение держать предметы в руках, это тоже Айрон выиграл. Айрон. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Теперь Айрон ударник. Давайте ему дадим игрушку. Носорог Тереза. Вот, держите, пожалуйста. Ты включи себе вот это. А, нет, давай попробуем принять душ. Настраивающий на размышление душ. Но главное, что его повысили. И все еще на боксировать с другими. Блин, ну с кем можно боксировать, еще не выросли. А, он прикалывается, сидит. Музыка, ну ему нравится музыка. Айрон такой музыкальный мальчик. Слушайте, давайте ему, когда он вырастет, мы будем развивать всякие творческие навыки. Пусть он умеет играть на гитаре. Такой весь. Прикиньте, он вырастет таким красивым. Умный, прекрасный, развитый во всех отношениях. Умеет играть на гитаре. Ну, прикиньте, просто все девки его. Танцы! У меня от этой милоты, у меня просто выворачиваются внутренние органы наизнанку. Офигеть, 17 рубежей, юпа мама. Танцор диска, ну давай что-нибудь поделаем с тобой. Что ж с ним еще поделать? Слушайте, у нас пока, получается, проигрывает общение. Что мы там можем с ним делать? Давайте, занятия, баюкать. Учиться ползать. Блин, может на это ставку сделаем? Будем его учить ползать. Батяня, давай вставай. Занимайся чем-нибудь. Боксируй с другими. Вот Джером молодой, прекрасная совместимость. Пригласи на свой участок. Боксировать. Сейчас тебя отбоксируем. Вот, начато. Сейчас все. Блин, Айрон вообще испугался и капризничает теперь. И вообще все. Отнесите вот сюда, не туда, куда ты хочешь, а сюда, куда я хочу. Так, мама решила, что тоже все, 8 вечера это самое время для того, чтобы пойти спать. А я лично не считаю таким образом. Давай ты помедитируешь. Это самый прекрасный вот сейчас момент. Ой, подбросить жучок. Не надо, зачем? Блин, потратила жучок на какого-то мужика непонятного. Ой, у меня что-то в глаз попало. От удивления. Кто это? Тео, взрослый. Без лица. Уходи. Ой, ну все вообще. Женщина преисполнилась. Не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не. Мы идем далее боксировать. Ну все, я так думаю, Джеллон у нас достаточно развит на сегодня. Я думаю, уже ничего у нас такого не будет. А, вот, все, завершено. О, анигири даже есть. Блин, я бы тоже сейчас анигири так бы захавала с удовольствием, с таким. А вы, кстати, можете уже, в принципе, уходить, мужчина. Вы свою функцию уже выполнили. Свою функцию выполнили, уходите. Ты же хотел бы быть с ней дружелюбным. Дружелюбным. Не уходить с участка. Странно, ну ладно. Зато выполнили уже задание для работы. И все хотят спать. Что вы какие-то непродуктивные совершенно. Ну и все, прикиньте, они уходят спать. Сейчас я подожду. Может, представляете, сейчас возьмет Айрон, проснется опять. Ой, он, кстати, хочет... а ну-ка, просыпаемся. Будем нашего мальчика. Очень он хочет кушать. Надо его покормить из бутылочки. Так, что он еще? Ну все, и в принципе его уложим опять вот сюда, посадим. Почему мне нравится их усаживать именно на этот коврик, именно деток, которые должны развиваться? Потому что они такие, типа, просыпаются, и сразу начинает их интересовать этот коврик. И они такие сразу, опа, ну ты давай, пробуй уснуть-то. Все, как раз 10 минут до полуночи, и будем мы с вами ровно в 0:00 мы будем с вами
заканчивать. Ну что ж, вот для тех, кто досмотрел до конца, вот такая вот награда. Мы будем смотреть, как ребенок корчится, мучается и плачет. Ну а что? Такая вот история, знаете ли. Я не хотела, просто хочу закончить именно им. Ой, какие у него лапы, кстати, посмотрите, я же его не переодевала, у него какие лапы замечательные на нем надеты. Ну просто я не могу, какие же они милахи. Вот, главное, посмотрите, как быстро у нас все меняется. Теперь у нас уже Айрон ударник. У него уже 17 аж рубежей, и это если я еще ничего не перепутала, против 14 у всех остальных. Вот так вот. Но опять же, конечно, у Айрона там был немножечко плюс там полденечка. Но это ничего, это мы как-нибудь урегулируем этот моментик. В общем, я довольна этой серией. Мне очень понравилось, как себя вели детки, как себя вели родители. И День Благодарения мы отпраздновали хорошо. Только в город не сходили, они там опять расстроятся. Ну что я сделаю? Ну что? Вот, видите, он даже обрадовался от того, что родители расстроились. Вот такой вот он энергетический вампир растет. В общем, свое мнение, как всегда, пишите в комментариях. Что-то полезное, что-то познавательное, интересное, да и просто что-нибудь смешное. Тоже мне очень нравится читать, я думаю, и другим зрителям тоже. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки и присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях. Все ссылочки, как всегда, в описании. Всех уже люблю. Пока-пока.